Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим сочные ароматные чебуреки. Сейчас зима, холодно, хочется чего-то такого теплого, сытного, и ароматного, и чебуреки подойдут как нельзя кстати. Начать приготовление лучше всего из теста, и здесь все максимально просто. Чтобы вас не путать количеством ингредиентов, они все будут в описании, а мы начнем готовить тесто. И первым делом я отправляю муку в миксер. Конечно, можно замешать такое тесто и руками, но поскольку тесто для чебуреков замешивается на кипятке, это дело достаточно горячо. Если у вас есть миксер, то обязательно используйте его. Если нет, то вначале помешайте тесто ложкой, и дальше можете домешивать уже руками в спокойном режиме. Отправляем муку. У меня есть свои фишки для приготовления хрустящего теста, и обычно я использую для этого небольшое количество алкоголя. Знаю, что некоторые люди не любят его использовать по разным соображениям, поэтому можете заменить его на небольшое количество уксуса. Я беру 15 грамм алкоголя, можете взять 5 грамм уксуса. Отправляем к муке. Даже отправляю растительное масло и соль. И самое важное, что мы делаем, это замешиваем тесто на кипятке. Вода должна быть очень горячей. Но за счет этого тесто будет замешиваться намного более быстро и просто, чем на холодной воде. Все. И через 5 минут мы получаем отличное тесто. Его еще немножко можно вымесить руками. Буквально чуть-чуть, чтобы оно объединилось. По консистенции оно достаточно плотное, такое хорошее пельменное тесто, я бы даже его, можно сказать, назвал по консистенции. Но за счет того, что там был кипяток, тесто очень эластичное, абсолютно не липнет к рукам. Ну, вообще оно просто замечательное. Тесто для чебуреков одно из моих любимых по всем его характеристикам. Эластичное, легко катается, тепленькое, быстро замешивается, не крошится. Вот такой вот хороший комочек теста у нас получается. И сейчас важно дать ему отдохнуть хотя бы 30-40 минут, завернув его в пленку или в полиэтиленовый пакет. Этого времени нам будет как раз достаточно для того, чтобы приготовить начинку для чебуреков. И начнем мы, конечно, с подготовки фарша. Вот так. На самом деле готовить чебуреки абсолютно недолго и не муторно. Для того, чтобы приготовить идеальный, сочный, ароматный фарш для чебуреков, ничего сложного нет. Нужно хорошее мясо, нужен жир, нужен репчатый лук, ну, соль, перец, это понятное дело. Мы сегодня готовим с говядиной. На самом деле в чебуреке начинки идет настолько мало, что даже для того, чтобы приготовить буквально там 10-15 чебуреков, хватит 200 грамм мяса. Я их нарежу чуть помельче для мясорубки, чтобы было удобней. И буду использовать свиное сало. Можно использовать курдюк, можно использовать говяжье сало. Тут что вам нравится. Либо просто сразу взять говядину более жирную, чем попалась мне. И репчатый лук. Примерно процентов 20 от веса начинки. Все это немного измельчить для мясорубки. Опять же, можете использовать готовый фарш, если вам хочется. Просто здесь вы сами контролируете количество жира и чистоту мяса, которое вы будете использовать в своем рецепте. И измельчаем. Я буду использовать среднюю решетку, не сильно мелкую, не сильно крупную. И пропускаем туда весь мясо, жир и лук. Основная базовая часть, я бы так даже сказал, начинки для чебуреков готова. Но не стоит забывать, для того, чтобы чебуреки были сочными максимально, фарш для них готовится достаточно жидким. Поэтому разбавляем его водой до тех пор, пока он не станет достаточно жидким. Сейчас увидите консистенцию. Постепенно вливаем небольшое количество воды. Начните там грамм с 50. Каждый раз
Хорошо вымешиваем. Заодно равномерно распределите лук и жир между говядиной. Вот так. Фарш на чебуреке должен быть по консистенции чуть жиже, чем фарш на хинкале. Если вы обладатель счастливой заготовки в виде бульона, можете использовать его вместо воды. Так вкус чебуреков будет более концентрированным. Если у вас есть хороший говяжий и куриный бульон, обязательно используйте его. И теперь доводим его до вкусу солью и молотым перцем. Перец используем мелкий, чтобы он не так сильно чувствовался. Точнее, чувствовался во вкусе, но не попадался на зуб. Вот такой вот шикарный жидкий фарш на чебуреки готов. Тем временем наше тесто отдохнуло. Мы можем ставить плиту, ставить масло и готовиться к жарке наших чебуреков. Тесто у нас отдохнуло. Оно мягкое, ровное, податливое. С ним сейчас будет очень легко работать. Нам нужно поделить его на небольшие кусочки уже для порционной раскатки. Так как я ограничен размером своей кастрюли, скажем так, то я не буду делать огромные лопухи, да и дома, я думаю, это абсолютно ни к чему. Это где-нибудь там на отдыхе в Крыму. Здорово такой взять себе чебурек хороший, чтобы по рукам текло, в рот не попадало. Но дома можно и подовольствоваться аккуратными маленькими чебуреками. Делим его, соответственно, на небольшие кусочки. Если будете работать долго, то можно убрать их в пакет, чтобы они не сохли, и постепенно просто доставать оттуда то количество, которое вам нужно. И раскатываем в тонкие лепешки. Тесто практически не липнет, поэтому если муку использовать для подпыла, то совсем в минимальном количестве, либо не использовать вообще. В этот момент уже можно включить нагреваться масло. Оно должно быть примерно 180 градусов температурой. Тогда будет времени достаточно для того, чтобы чебурек и быстро обжарился, и начинка внутри приготовилась, и они были хрустящие и пузырчатые. Если вы не доверяете своему глазомеру, можно использовать какую-то миску, которую приложите, сразу вырежете круг определенного диаметра, и потом уже сформируете чебурек. Либо можете не заморачиваться, сразу формировать, потом уже обрезать при помощи ножа, скажем, для пиццы. Берем наше тесто, берем небольшое количество начинки и распределяем его достаточно плоско по одной половинке теста. Не делаем большой слой, нам нужно, чтобы тесто и мясо приготовились одновременно. Накрываем второй половинкой, при этом, когда формируете, старайтесь так, чтобы внутри не осталось воздуха. И прижимаем края. Для лучшего сцепления можно использовать вилку. Так вот хорошенько проходимся по окружности. И обрезаем чебурек ножом для пиццы или обычным ножом, это уже абсолютно не принципиально. Вот такой вот пирожочек-заготовка у нас с вами получается. Для безопасности можно его еще раз немножко спрессовать вилкой. И то же самое проделываем со всеми остальными заготовками из теста. Стараемся максимально плоско и равномерно распределить фарш по тесту. Если вы переживаете, что тесто сухое и может не слипнуться между собой, то, конечно, краешки теста можно смочить водой для того, чтобы они лучше между собой склеивались. Но если тесто у вас хранится в пакете и не сохнет, то с этим никаких проблем не будет.
Лучше не делать большое количество таких заготовок, так как фарш достаточно влажный и под ним тесто может размокать. Если вы сделаете сразу много и оставите, то нижняя стенка теста у вас может промокнуть, прилипнуть к доске, будет трудно жарить, оно будет рваться, растягиваться. Поэтому лучше делать по 2-3 штучки, каждый раз хорошо их обжаривать и после этого переходить к приготовлению следующих чебуреков. У нас масло уже практически дошло до нужной температуры. Сейчас будем жарить. Если у вас есть возможность использовать термометр для того, чтобы убедиться в готовности масла, то, конечно, лучше использовать его. Если нет, то небольшой кусочек теста, который остался от обрезков чебуреков, можно забросить. Если он пожарился и приготовился в течение 2 минут, ну, даже 1,5, значит температура масла идеальная. У меня температура масла дошла до 180 градусов. Отправляем первый чебурек. Отправлять любые изделия в горячее раскаленное масло лучше от себя, чтобы если были брызги, они полетели не на вас, а на вашего оператора. Вот посмотрите, у нас уже чебурек начинает пузыриться. Можно его перевернуть. И как только мы видим, что чебурек стал красивого золотистого цвета, мы его вытаскиваем. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы и тесто приготовилось, и мясо внутри полностью пропеклось. Потому что температура у нас оптимальная. Посмотрите, какой красавчик. Отправляем обжариваться следующий. Ну что, друзья, наши хрустящие ароматные чебуреки готовы. Не сильно сложно, но давайте посмотрим, какой результат у нас получился. Тут самое главное не обжечься. Посмотрите, сколько сока. Конечно, это сразу отправляется в рот. Обалденно. Тесто хрустящее, мясо сочное, много бульона, чувствуется перец, соль. То, что нужно. Как видите, друзья, ничего сложного. Все максимально просто, быстро, а самое главное вкусно. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь им со своими друзьями в комментариях. Ну и напишите, нравится вам готовить чебуреки или нет. Сегодняшнее видео нам помогал делать Илья. Он занимается свадебной съемкой и коммерческой, поэтому если вам нужно вкусное, красивое видео, то по ссылочке внизу под роликом вы найдете всю информацию и сможете обо всем с ним договориться. Ну а у нас на этом все. Пока-пока.